Здравствуйте, вы на канале Уралспецтранс. Сегодня у нас встреча с руководителем нашей крупной компании Константином Александровичем Чуфаровым. Мы его уговорили провести экскурсию, наконец-таки, по заводу. И все подписчики наши, все хотели это увидеть. Сразу говорим, что снимаем мы в цехе, никто не работает, мы снимаем в выходной, но и работу оборудования, и каких-то участков мы обязательно покажем. Да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет, меня тоже зовут Константин. Продолжаем традицию Константин Про. Сегодня будет Константин Про завод. Мы находимся сейчас в первом цехе, на самом входе. Сразу начнем с нашего стенда. Многие из вас хотели бы увидеть наши результаты работы, спрашивали, как мы развиваемся. Вот для примера мы в цехе для всех наших сотрудников постоянно размещаем перспективу развития предприятия на ближайшие 5 лет и итоги работы за прошедший год и задачи на следующий год. Ну вот для примера, все вы видите графики, как у нас растет количество сотрудников, объема производства. И вот такая скромная задача на 2017 год – увеличить объем производства на 50%. А вообще вот сегодня завод сколько смен работает? Это же глобальный, целый глобальный продукт, такой бизнес. Вот сколько он работает? На сегодня мы полноценно загружены на 2 смены, 3-я смена формируется. Я думаю, что в следующем году мы перейдем на 3 смены. Ну, резко этот процесс не происходит, сразу много сотрудников нанять не получается, потому что это процесс постепенный. Вот мы растем, развиваемся. Сегодня серийно мы вышли не менее 100 единиц техники в месяц. Различной. И если прицепной техники и полуприцепов мы выпускаем где-то порядка 60-70 единиц, ну и надстроек всяких и так далее. Ну и я думаю, что в следующем году мы выйдем на устойчивый такой объем, где-то 120-130 единиц в месяц. Если мы говорим про цех номер 1, то сегодня у нас 2 основные линии производства цистерн в этом цехе. Одна линия производит цистерны большого объема, это касается полуприцепов цистерн, контейнеров цистерн и прочих специализированных именно объемом свыше 12 кубов. Второй пролет производит маленькие цистерны, то есть это цистерны для воды, цистерны топливозаправщики, техвода, которые устанавливаются на шасси автомобилей. Вот этот вот участок производит именно сварку обечайки самого сосуда цистерны, то есть это самый ответственный узел в производстве цистерны, поэтому у нас полностью он автоматизирован. Сварку производит робот. Качество сварочных швов на цистерне сразу видно, насколько уровень вручную так никогда не сварить. Скоро все заменит роботы. Возможно, а что еще можно роботизировать? Возможно, роботизировать можно все. Вопрос в серии, потому что при роботизации требуется очень серьезная подготовка, и после этого станок начинает выдавать очень много продукции. А тут возникает вопрос, нужна ли она в таких объемах. Корпус цистерны зажимается в специальный наш станок-формообразователь. Станок этот полностью собственного производства. Его сами сделали, да, полностью под свои задачи. Вот. И уже идет непосредственно обварка всех несущих элементов и внутренних, придающих жесткость цистерне. То есть это днище, это волнорезы, полностью сосуд готовый, потом из формообразователя поступает на обварку. Ну вот пример очень хороший виден вот на примере этой цистерны. Вот эти вот все пометочки, сделанные на цистерне, это первый этап контроля качества, это УЗИ-контроль сварных швов. Абсолютно все швы, которые сделаны вручную, дефектоскопист полностью все проверяет на наличие каких-то дефектов. Если дефекты обнаружены, шов обязательно нужно вскрыть и переделать. Многие предприятия проводят меньше этапов именно контроля качества. В общем-то, у нас идет сейчас 3 уровня контроля качества. Первый — это идет УЗИ-контроль сварных швов. Второй этап идет давлением. То есть каждая цистерна ставится под давлением, и все швы промазываются специальным составом. А если вдруг где-то идет утечка
И третий этап — это, получается, проливочная станция, где уже испытывается на объем, на соответствие емкости. Вы можете посмотреть, насколько, в принципе, чисто, аккуратно в цехе. Может быть. Свое рабочее место. Да, то есть у нас в этом смысле очень серьезные требования предприятия. То есть обязательно в пятницу уборка, чтобы в понедельник все пришли, было чисто, убрано. Ну и постоянно у нас в течение дня происходит уборка, специальные машины ходят, собирают весь пыль, грязь. Все это вот вторая линия производства. То есть начинается с плазмы, да? Ну, тут плазма, ножницы, гибочный станок. Тоже заготовительный участок. И дальше пошел именно процесс производства цистерн. Вот это тоже робот? Это тоже робот, но не такой же точно, он немножко уже видоизмененный, более новый. Тот мы привезли 3 года назад, этот только в этом году поставили. Уже немножко модернизированный, но смысл тот же самый. То есть он тоже варит сосуд цистерны, потом цистерна поступает уже на следующий этап. Здесь вот такой же станок-формообразователь, который задает необходимый профиль цистерне. То есть можно и там прогонять? Они, в общем-то, друг друга дополняют и в случае необходимости. Но на самом деле ключевые операции, если мы понимаем, что если станок, не дай бог, встал по какой-то причине, пока его ремонтируют, можно это все компенсировать второй линией. Здесь вот можно посмотреть. Это пример утепления нашей бочки, да, из подводу, который вот в дальнейшем потом это все будет зашито облицовочным листом, и внутри под давлением полиуретановой пеной все залито. И получается полностью термос. Вот эта технология деревяшек подкладывания, она у всех такая, да? Да нет, у всех разная технология. А еще что подкладывают? Ну, некоторые заводы делают просто минватой, утепляют. Мы пеной утепляем. А что лучше? А для разных задач. Те, кто утепляет ватой, как правило, это для дорожных условий. А у нас учитывают, что это недорожные условия и бочка крепится лентами, вот, мы вынуждены вот такой технологии. То есть фактически у нас эти бруски, они выполняют еще и функцию ложемента. То есть бочка фактически на них лежит. Ну вот пример. То есть если технология утепления идет ватой, то цистерна сначала изготавливается, а потом вата просто на нее сверху одевается и облицовывается. То есть она никакую функцию не выполняет. А у нас, получается, бруски там внутри. И весь сосуд со всех сторон утеплен, он на лентах. Он как элемент и несущий, и силовой. Вот. Ну и самое главное, что у нас мостиков холода, промерзания внутрь цистерны нет совсем. Цистерна полностью герметичная и целиком залита вся пеной. На всех остальных заводах, кто утепляет именно минватой, у них же как сделано? У них все элементы металлические, они крепятся непосредственно к цистерне. И получается, если, они являются как бы мостиками холода, холод проникает. А у нас нет, у нас полностью герметичная цистерна. Она вся термос. Там вообще туда внутрь ничего не поступает. Ну и здесь вот видно толщина какая утепления. Вот. Это условия севера. Мы в первую очередь ориентируемся для эксплуатации на севере, да. А кто выстраивает вот эту вот всю дорожку, начиная от плазмы, потом вот гибочник, там, или вальцы, как вот это? Технологическая служба. Технологическая служба просчитывает именно, именно с минимальными затратами, чтобы оптимальный процесс, оптимальную логистику, оптимальное именно соотношение разных участков, сколько требуется оборудования, сколько требуется людей, чтобы они максимально друг другу дополняли. Что иначе это возникает проблема постоянно, что один участок, допустим, может выдать больше, а другой потом за ним не успевает. Ну, это вот у нас участок. На эту сборку, да? Это участок сборки, да, это после окраски сюда заходят готовые полуфабрикаты, и в конечном итоге здесь скручиваются, и окончательно идет оклейка, сборка. Как правило, после этого цистерны все идут на последнюю стадию проверки на станцию проливки, полуприцепы бортовые, последние испытания, сцепки с тягачом и приемка АТК. И все, это готовый продукт, да, он сдается.
Ну, в случае необходимости у нас есть собственная весовая, если есть какие-то вопросы по развесовке цистерны и так далее, их постоянно прогоняют через весовой стенд. Тут какой-то склад, да? Ну, не какой-то, вполне конкретный склад металлопроката. Ну, для меня. Да, склад металлопроката, ладно. Склад металлопроката. Вот Мы эти вот донышки все. за тут прошлый лежат, год, да, мы вот его тоже достаточно серьезно модернизировали, поставили тут козловой кран. Максимально нам позволило при маленьких площадях получить оптимальную загрузку, максимальный эффект от этой площади. Вот, но мы сегодня понимаем, что уже не хватает нам этих мощностей складских. На следующий год запланировано строительство большого складского комплекса на новой территории. Если в цехе номер 1 там сборка в основном цистерны и полуприцепы, то здесь в цехе номер 2 практически все остальное. Ну вот видно, что идет монтаж самосвалов, манипуляторов, фургонов. Здесь такой максимально универсальный цех под нестандартные задачи. Ну, это вообще, Константин Александрович, скажите, как у вас рабочий день начинается? Ну, вот типичный рабочий день. Встали, во сколько встали, пошли кофе попить первым делом или сразу на работу поехали? Типичный рабочий день. Да. В 6 утра ухожу на работу, в тренажерку. Еще и в тренажерку? Да. Каждое утро зарядка. 8 часов первая оперативка с производством, с 8:30 вторая оперативка с продажниками. Ну а дальше уже как распорядок дня получится. Ну, как правило, заканчиваем часиков в 7 вечера. И ужинать. Или потом уже какие-то встречи. Или и домой. Всё, Ну там домой уже, как посмотрите, отдыхать. домой, да, отдыхать. Домой отдыхать. Хватит. 12 часов рабочих не хватает. Так, ну вот это вот у нас цех сегодня выполняет задачу производства рам, полуприцепов. С одной стороны, это производство полуприцепов переменного сечения, так называемые ломаные рамы, это под полуприцепы цистерны. Поэтапно производят балку, потом обваривают. Можно на сегодня назвать, что здесь конвейер? Нет? Нет, до конвейера нам еще далеко, потому что, ну да, определенная какая-то есть технология поэтапной сборки, но для конвейера слишком низкий уровень автоматизации. Вот. Мы к этому стремимся, но пока, к сожалению, проблема даже не в том, что мы этого не можем. Проблема в том, что рынок не потребляет столько одинаковых изделий. То есть нам все равно приходится производство поддерживать в состоянии максимально универсальном. Для того, чтобы мы могли на одном и том же оборудовании, на одних и тех же площадях делать как можно больше, шире линейку этих. В этом наша изюминка, да? Ну, это Мы да. делаем по индивидуальному заказу. Ну, это сегодня, я так понимаю, большинство предприятий в России вынуждены жить Вынуждены. по таким, да, стандартам. То есть вопрос-то ведь не в том, что можем, мы не можем. Вопрос в том, что продавать-то некому. Сбыт. Сбыт самое главное. Потребностей нет в таком виде. Вот участок производства балки. Балка проваривается тоже полностью автоматизированными роботами. После этого балка поступает на стапель, где собирается конструкция рамы, и потом рама поступает в этот станок-вращатель. Вращатель обеспечивает доступ очень удобный, и самое главное, что сварщик всегда, когда производит сварку, делает шов, делает это всегда из правильного положения. То есть нет всяких потолочных швов, нет неудобных. То есть он именно поворачивает заготовку таким образом, чтобы добиться максимального качества, быстро, удобно и качественно. А вот станки вот эти вот все китайские, да? Ну, у нас разные есть станки. Разные есть, да? Китайцы к нам ближе Угу. по духу, чем европейцы. Потому что они, в общем-то, находятся в таких же условиях, как и мы. У них тоже производство максимально универсальное, и они стараются делать на нем все. А европейцы сегодня работают уже в других стандартах. У них роботы, серия, автоматизация, объемы. То есть нам пока далеко. Ну и самое главное, оборудование европейское, оно делает больше, качественнее,
но оно узкоспециализированное и дорогое, ужасно дорогое. Китай есть очень разный, конечно. То есть мы вот сейчас работаем со многими предприятиями. Есть очень качественные станки, которые делают чуть не хуже. Ну, просто основные ключевые станки, плазма, допустим, у нас турецкие, гибочники, ножницы, есть немецкие, есть линии красочные, итальянские, станки, допустим, высокоточные, токарные, там, японские. В общем, у нас такой нет четкого понимания, что берем только там, где очень ответственный уровень и высокотехнологичный станок, как правило, китайцы ничего интересного предложить не могут. То есть в данном случае вращатель, ну тут ничего сложного. То есть это достаточно громоздкая металлоконструкция там, с редукторами, с приводами. Это достаточно все просто. А там, где касается сварочных колонн, роботов и так далее, то есть тут вариантов нет. Ну вот пример. Это японский робот, да. Это полностью вот, стенд для... Он что делает? Вот он проваривает борт для бортового полуприцепа. То есть вся заготовка, получается, складывается, сюда запускается программа, и он полностью все сварочные операции проводит. Но на самом деле пришлось очень серьезно переработать нам для того, чтобы начинать внедрение роботов. Это вот у нас первый пример. Сейчас активно начинаем внедрять их. Серьезно надо пересмотреть и уровень заготовки, и уровень требований, так скажем, к качеству и металлопроката, и ко многим поставщикам, потому что то, что делается вручную, он позволяет достаточно серьезные допуски и не требует такой точности. А все, что мы сегодня применяем с роботами, там совсем другой уровень требований. Соответственно, мы начинаем такую работу у себя внутри предприятия и с поставщиками с нашими. Вообще, Константин Александрович, расскажи, как все начиналось? Как вот это вот все стало вот таким вот большим, глобальным, крутым? Ну, первое, в 2007 году мы начали с нуля, с чистой площадки. Здесь вообще ничего не было. Этот первый корпус мы построили в 2009 году, мы его сдали. То есть за год мы его подняли. 2009 год был самый тяжелый в нашей отрасли. Там вообще был очень глубокий кризис. Вот. И фактически мы были вынуждены своими силами полностью устроить. Все наши сотрудники вместо того, чтобы производить продукцию, строили завод. Да. Вот. Ну, это была задача для того, чтобы никто не потерял работу, никто не потерял доход. То есть мы сохранили коллектив и в 2009 в конце сдали этот корпус и запустили. То есть, начиная с 2010 года, с начала 2010 года, можно считать, что вот на территории действующего предприятия только начался производственный процесс. Ну, тяжело было? Ну, было тяжело, да, но сейчас вложений с каждым годом это требует все больше и больше. На самом деле, сейчас мы переходим совершенно на другой уровень и технологичный, и многие производственные процессы обходятся нам дороже, потому что мы начинаем покупать уже оборудование совершенно другого класса. Сколько вот сегодня работает специалистов? Вообще сколько работников? Ну, всего сотрудников в компании сегодня у нас, во всей компании, если смотреть, у нас сотрудников 800 человек. Вот. Из них сегодня производственных рабочих, именно непосредственно те, кто заняты в производственном процессе, ну, около 500. И 200 ИТР? 300. 300, да, 800, я же плохо считаю. 300 ИТР. И 300 ИТР. Но на самом деле по европейским стандартам у нас очень неправильные показатели. То есть у них сейчас 2 сотрудника ИТР на 1 рабочего. Это норма. Да? Потому что очень много процессов автоматизировано. То есть станок делает все сам, ему нужен инженер и наладчик. А делает он столько же, сколько у нас задействовано, там, допустим, 100 человек, которые этот процесс производят. Ну, есть условия какие-то, как попасть сегодня на предприятие? Я вот слышала, что к нам попасть очень сложно. И какой-то есть у нас отбор. Ну, у нас очень серьезные требования по возрасту. То есть мы стараемся не брать сотрудников старше 30 лет, что у нас самый главный вопрос – это перспектива. Вот. И ну, самое главное – это профессиональное качество. То есть нам постоянно не хватает хороших конструкторов, нам постоянно не хватает хороших технологов, хороших сварщиков.
Вот. А люди, которые сегодня приходят и говорят, я хотел бы работать, но ничего не умеет, ну какую они представляют ценность для предприятия. То есть, а то, что он хочет попасть, но ничего не умеет, при этом, ну, в лучшем случае мы ему предложим поработать слесарем. Ну почему? Вот, если есть какое-то хотя бы базовое образование слесарем. Ну и самое главное, если человек хочет на самом деле совершенствоваться, учиться, то все возможности на нашем предприятии есть. Есть очень много примеров, кто пришел рядовым слесарем, сейчас уже работает начальниками цехов. Пойдем, зайдем, если у нас получится сейчас вот заглянуть. Это что делать? Тоже расширяем, то есть вторую малярную камеру ставим. То есть у нас была одна малярная камера тандемом, которая позволяла красить 2 изделия по 6 метров или одно изделие 13 метров. Вот сейчас уже нам этой площади не хватает, мы строим еще одну покрасочную камеру. Сейчас, я думаю, до конца октября мы ее сдадим в эксплуатацию. Это вот у нас новая дробеструйная камера. Что, есть свет? Да ладно, правда, что ли? Не побоялись, нажали. Ну вот какой-то такой темноватый. Не, она сейчас разогреется. То есть именно вопрос-то, да, что это все не быстро. Лампы накаливания стоят серьезные. Это дробеструйная камера, да, которая позволяет изделие до 16 метров полностью. То есть это качественно, очень сильно меняет именно качество покрытия, обработки. Процесс обезжиривания или он нужен все-таки процесс? Нет, после нее сразу грунт. Сразу грунт. Грунт? Грунт. То есть самая главная функция дробеструйной камеры — это подготовка именно под грунт, не под краску. Краска на самом деле она выполняет функцию декоративного покрытия, именно которое придает красивый цвет. А всю защитную функцию выполняет грунт. Поэтому это подготовка под грунт. Ну вот, свет разошелся, да. Аккуратнее не вставай, а то может поскользнуться на дроби. Вот в таком виде изделие после дробеструйного, то есть она становится как наждачная бумага. Матовая какая-то. Вот она мелкая, именно шероховатость у нее. После этого грунт настолько глубоко проникает в металл, настолько серьезное происходит вот адгезия, их взаимное проникновение, что он уже не дает возможности туда проникнуть. Долгое время нет ржавчины, да? Ну, практически. Если качественная дробеструйка сделана с качественной грунтовкой, ржавчины не будет никогда. Пойдем. Пойдем. Перспективы развития компании. Давай, дойдем. Перспективы у нас очень большие. Мы все время делаем все проекты с учетом перспективы роста. На тот момент, когда мы взяли этот участок земли, он составлял 6 гектар, и нам казалось, что это, гарантированно покроет все наши амбиции на ближайшие там. Ну вот сейчас он уже почти 14 гектар. И этого мало. И этого мало, да, и мы понимаем, что надо бы еще на опережение пригораживать, потому что потом будет трудно. Но вот новый участок, который мы сейчас покажем, он составляет почти 4 гектара. Мы его взяли, наверное, уже прошло года 4 с тех пор, как мы его взяли. Процесс это очень сложный. Сначала разрешение на строительство, разрешение получения на вырубку леса, строительство заборов, сторожек, выкорчевка всех этих пней, вывоз торфа, отсыпка территории. Ну, сейчас этот процесс еще не закончен, но вот прошло 4 года, и мы готовы эту территорию наконец-то осваивать, да, строить на ней уже какие-то объекты. Но серьезные цеха и объекты мы там строить не планируем, мы планируем перетащить туда, на ту территорию, полностью все складское хозяйство наше. Мы планируем туда поднять полностью все, вот, что здесь хранится, все склады. А на этой территории, где сейчас склады, проект строить новый корпус площадью 12 тысяч квадратов. Ну, то есть для понимания это в 4 раза больше, чем вот этот корпус. То есть 4 таких корпуса вместе. Планируем производить тот же самый модельный ряд, но уже более технологично, в больших объемах и более качественно.
Одно из крупных предприятий в городе. Пойдем туда вот. Мы-то? Да. Ну, если смотреть, как, я не знаю, с кем сравнивать. Если сравнивать с точки зрения отрасли нашей, именно как производитель автомобильной техники, то да, мы крупнейшие в этом. Не самые крупные, но один из крупнейших в нашей области, да и, наверное, в стране сегодня. А если рассматривать с точки зрения именно масштабов предприятия, то, конечно, те предприятия, которые были созданы в Советском Союзе, Магнитогорский металлургический комбинат, Мечел, там, Уралас, ЧТЗ, ну, то есть нам с ними тягаться бесполезно. То есть там заводы-монстры. Вот. Ну, правда, очень трудно оценить, что от них на сегодня осталось. Если металлургический комбинат еще каким-то образом живы, то наш Уралас там и Челябинский тракторный завод, то есть они постоянно дробятся, выделяют свою территорию, там, продаются там, и так далее. То есть от них остались-то уже совсем не то, что это было раньше. Но самое-то главное, это не то, что они из себя когда-то представляли, что они сегодня представляют из себя сейчас и как они развиваются. Если мы сегодня минимум 30% растем по сотрудникам, по мощностям, на 50% растем по объему производства, то, допустим, Уралас хорошо, если сохранит тот уровень, который там у него был 10 лет назад. И в лучшем случае они ставят для себя задачи остаться в тех же показателях. То есть там о росте, о развитии даже речи не идет. Ну, что такое спецтехника? Это же мы условно говорим. То есть мы, допустим, понимаем, в каких объемах в экономике, если начинается развитие, сколько нужно тех же самых самосвалов. То есть мы тоже производим надстройку самосвалов. Сколько нужно всяких разных цистерн. Если мы сегодня понимаем, что у нас основной потребитель цистерн — это нефтегазовая отрасль, потому что она сегодня реально имеет возможность инвестировать в оборудование, в развитие, то все остальные отрасли то у нас имеют автопарк, который, ну, в лучшем случае 20 лет ему, а то и по 30, и по 35. Уже весь устарел, и он не соответствует никаким требованиям. Если у них начнется какой-то подъем финансирования, то там колоссальный спрос на 20 лет. Всяких разных цистерн. Мы же делаем очень много цистерн. Мы можем сделать, ну вот для примера, мы делаем, допустим, цистерны для воды. Такого же типа цистерны, их же можно применять и для пищевых жидкостей, и для молока, и для масел всяких разных, паток, там, шоколада, там, и так далее, и так далее. То есть там сегмент очень большой. И у нас такая политика была государства, что не поддерживали отечественное производство совершенно, и все эти предприятия, они используют сегодня импортные оборудование. Но ситуация меняется, и все больше интерес к отечественному производству. Мы в прошлом году наконец-то сдали участок, сбыт, выделили его принципиально в отдельную территорию, для того, чтобы клиент мог получить автомобиль непосредственно, сам его посмотреть в теплых условиях. Вот. На этом участке у нас идет проливочная станция, там, где мы проверяем и тарируем все наши цистерны. Это вот строится у нас весовая, про которую я говорил. Осталось буквально поставить ворота. Вот, получается, что все транспортные средства, которые требуют контрольного взвешивания, обязательно у нас проходят через весовую. Сейчас очень строгие требования по развесовке по осям, по общей массе транспортного средства. Все клиенты наши на это внимание обращают очень серьезно. Вот на этом участке проходит тарировка всех цистерн. А я вот видела, какое-то клеймо там ставит. Это кто ставит? Какой-то поверитель, что ли? Да. А это наш работник или что за поверитель? Это государственная служба, которая обеспечивает контроль за емкостью цистерн. То есть это обязательное условие. Мы как завод-производитель сертифицировались, попали в реестр производителей емкостно-наливной техники, прошли все соответствующие проверки, там, стандартизацию там, и так далее. И вот на выходе мы имеем право проверять и выдавать документ. Ну, это вот у нас мойка. То есть обязательное требование. Весь абсолютно транспорт, поступающий на предприятие, должен мыться, и в дальнейшем он только поступает в ряд.
сервисная зона, то есть на данном участке, в общем-то, какие-то мелкие доработки, согласование и передача идет автомобиля клиенту, если не позволяет погода на улице это сделать. Если погода позволяет, как сейчас, ну, конечно, с удовольствием они все на улице это все проводят. Пост охраны. У поста охраны есть специальная комната для ожидания клиентов. Клиент сидит, ждет бумаги или что ему там что-то. На диванчике смотрит телевизор. На диванчике, да, смотрит телевизор, очень удобно, комфортно. Очень мало предприятий у нас, которые заботятся о водителях, которые приезжают получать машину. Как правило, все заботятся же о руководителях, которые приезжают заключать контракт. А те, кто заботятся о водителе, который приезжает получать транспортное средство, как правило, таких нет. Сидит за забором и ждет, когда же ему вытолкнут ее. Вытолкнули, отдали. Хорошо, если скажут счастливого пути. Мы еще с тобой пропустили еще там участок механики и мелкую малярку, которая окрашивает маленькие детали. Я думаю, стоит туда заглянуть. Основные два станка, мы механикой занимаемся очень мало, у нас ее просто в производстве не так много. Мы стараемся ее все-таки по кооперации в основном закупать. Вот. А два полностью автоматизированных станка, которые закрывают основную линейку нашей серийной продукции, типовых всех решений. Вот. Ну и несколько станков универсальных, это без них не может обойтись ни одно производство. Это то, что касается штучных нестандартных изделий, которые надо сделать быстро. Программные станки, они не предназначены для того, чтобы сделать быстро. Достаточно серьезная подготовка идет для того, чтобы выпустить потом, выпускать типовое одинаковое изделие в больших количествах. Это конвейер окраски мелких деталей, так называемые. Ну, это итальянская линия, приобретали. Все мелкие детали, которые используются у нас на изделии, у нас изначально делается гидроабразивная чистка, то есть это что-то типа дробеструя, но более приспособлено для маленьких деталей. Красит все человек, но опять же вопрос, настолько широкая гамма, настолько много мелких всяких разных изделий, роботизировать этот процесс практически невозможно. Роботизировать можно там, где все одинаково, все везде серия. Многие наши конкуренты вообще не обращают на это внимания. То есть где-то там на коленке покрасил и все. И вообще, представляете, какое количество потребовалось сил, ресурсов для того, чтобы это все создать. Это же надо, во-первых, это огромные затраты энергии. То есть это и газ, и электричество, и площади, и оборудование. Все ради того, чтобы вот получить качественную окраску. Что тут интересного-то для народа? Что-то интересного? Ну, интересно. Столовая. Интересно вообще, да, то, что вообще, в принципе, в каких условиях у нас люди работают. Да. Это именно созданы условия труда для того, чтобы люди работали в комфорте, все это красиво. Понятно, что, это своего рода и реклама. Все предприятия, кто приезжают, смотрят на наш завод, понимают, да, какие мы провели инвестиции, насколько мы серьезно к этому подошли. Есть русская пословица: встречают по одежке. Но провожают. Провожают-то понятно, провожают-то потом, а все равно первое впечатление надо произвести. Понимаешь, тут же ключевой момент какой? Встречают по одежке, а провожают по уму уже после того, как завершен контракт. Да. А контракт может быть и не заключен, потому что мы не произвели правильного впечатления. Вот. И когда мы сегодня очень часто всем своим клиентам рекомендуем съездить в гости, то есть не делать свои выводы по интернету или по телефонному звонку. Вы покупаете достаточно серьезный продукт. Это не килограмм конфет, которые, если не понравится, можно выбросить. Вы приезжаете, посмотрите, встретитесь на территории предприятия со всеми своими подрядчиками, да, и вы сразу сделаете для себя заключение, за что вы платите. И если даже у кого-то там есть разница в цене, чуть подороже, вы, по крайней мере, поймете, обосновано это или не обосновано, за что вы платите. То есть, когда вы для себя покупаете личный автомобиль, вы понимаете, за что вы платите, да? То есть вы же не говорите, что да, то же самое, там 4 колеса, а руль, я лучше ВАЗик куплю, зачем мне крузак?
Он же дороже. Ну, это у нас 3-й этаж управления завода. Здесь у нас кабинет директора завода. Основные все службы, бухгалтерия. На каждом этаже есть возможность сходить в столовую, есть возможность сходить в маленькую покушать. кухоньку, да, где обеспечены все условия. Если кто-то не ест в столовой, может здесь разогреть свой Ну, обед. можно даже вот в перерыв сходить в перерыв, чай, кофе Холодильник, налить. интересно, что-нибудь есть? Может, кто-нибудь что-нибудь оставил? О, аджика, огонек. Человек большую часть своего времени проводит на работе, даже больше, чем дома. Поэтому это очень важно. Ты на работе больше бываешь, чем дома? Конечно. Вот Это- зал совещания, это зал- мы уже видели, да. Это зал совещаний, да. Все вот хотят эти модельки прям без ума, без памяти. Мы их не продаем, надо сказать, мы их не продаем, Мы да? их не продаем, да, мы их не продаем. Мы только дарим за заслуги За заслуги. перед компанией, да. А какие заслуги должны быть? Ну, в первую очередь, мы всегда дарим каждый год своим любимым клиентам. Те, кто покупают нашу продукцию, те, кто нам помогают. Они сами выбирают модельки, какие хотят? Или Ну, уж какие попадут? Ну, как бы Или мы записываем, что в этом году мы им подарили. те, кому кому мы дарим не первый раз, мы стараемся учитывать их пожелания, Да, чтобы не продублировать. Вот, это вот этаж у нас полностью, это конструкторское бюро. Сейчас, конечно, никого нет, выходной, но сегодня это мы понимаем, что это у нас один из самых главных отделов для производства. Условия соответствующие создаем для людей, оборудование, программное обеспечение. То есть в основном у нас работает молодежь. На сегодня средний возраст конструкторского бюро 30 лет. На сегодня у нас работает порядка 40 конструкторов. Каждый отвечает за свое направление? Ну, не каждый, конечно, там группы. Группа. Группы, да, каждая группа отвечает за свое направление. Но я считаю, что это немного, то есть может быть и больше. Но это опять же связано с чем? Мы постоянно занимаемся разработкой новых направлений и штучными исполнениями. В связи с этим у них очень большая нагрузка. Если бы у нас был один продукт, и он бы, мы бы говорили, ну, все равно я считаю, что сегодня настолько высокие требования к динамике у предприятия, что мы должны постоянно разрабатывать новые продукты. Ну, вы же видите сегодня, что происходит, допустим, с легковыми теми же самыми машинами. Для того, чтобы сегодня оставаться на рынке, как много приходится выдавать постоянно новых моделей. У нас примерно то же самое. То есть мы, даже если мы что-то производим, мы обязаны в каждом направлении разрабатывать новые какие-то идеи, новые направления. Какие у нас на сегодня есть конкуренты? Даже в нашем городе, если взять. Есть, да? Не дремлют. Не дремлют, Да, следят вот. за нами. Да, вот для примера, да, по условиям работы. То есть у нас, вот, допустим, все производственные рабочие имеют возможность ходить в душ, раздевалки, персональные шкафчики, столовые. То есть это мы про это все говорили уже. Это все про условия. Это все про условия труда, да. Ну, это очень важно, чтобы у человека было тепло, светло, хорошо дышалось. С удовольствием приходил на работу, Хорошо дышалось, да, чтобы он... чтобы потом отдача была лучше. Вот мы... Так, где мы пойдем дальше? Не знаю. Ну, пойдем Мы уже туда. все обошли. Да, вроде бы все обошли. Даже вот мы в этом году простой вопрос, да, люди начали жаловаться, потому что тяжело дышится. Начали покупать оборудование, которое фильтрационное, постоянно чистит. Какая хитрая. Пролезла. Фильтрационное оборудование это в цех, которое? В цех, да, Цех, да? который, достаточно серьезные затраты для компании, но обеспечивает именно более чистый воздух и условия труда для людей. То есть мы считаем, что когда мы относимся к людям с уважением, создаем для них хорошие условия, они, соответственно, делают то же самое для компании, создают продукт. Не все, конечно, это оценят, но большинство людей это понимает и ценит. Ну вот это то, что мы с тобой говорили, да,
Каждый сотрудник имеет свое парковочное место. Ну, не каждый, Или не каждый да? сотрудник Драка имеет свое есть? парковочное, драка есть, и постоянно места не хватает, и постоянно мы, сколько бы мы ни делали этих парковок, все равно не хватает, потому что количество сотрудников растет, Да. благосостояние сотрудников растет. Те, кто раньше не имели возможности ездить на автомобиле на работу, теперь имеют, и, соответственно, места всем не хватает. И Вот. что делать? Что делать? Ну, потихонечку расширяем стоянки в ту сторону, расширяем стоянку в ту сторону, расширяем стоянку. Как-то двигаемся в этом направлении, но глобально эту проблему все равно не решить. Я понимаю, что завод растет, если мы со временем запустим там следующие корпуса, то все равно эта проблема у нас будет постоянно. Но мы ее решаем. Вот, то есть это хорошо, когда есть проблема, она постепенно решается. Ну, вот такая вот экскурсия у нас, да? Спасибо Да, вроде бы вам. все рассказали, все Да, показали. если остались вопросы, вы задавайте, пишите комментарии, Будем отвечать. будем отвечать. Да. Вот, спасибо вам, Всё. Константин Александрович, за экскурсию, за отличный разговор. Желаю нам всем, Нам всем, да, процветания. да. Всем пока. Пока.